Всем привет! Границы с Польшей закрыты, и это новости последних дней. А в связи с этим в ближайшее время автомобильный рынок Беларуси ожидают серьезные изменения. И сегодня мы поговорим с вами о том, что именно происходит, как это ударит по кошельку каждого, кто хочет купить машину, и что будет дальше. Итак, граница с Польшей закрыта полностью. Это означает, что привычные схемы ввоза автомобилей из Европы становятся практически невозможными. Обсудим, почему это решение изменит многое, что будет с рынком подержанных машин, какие автомобили подорожают сильнее всего и какие у нас с вами остаются альтернативы. И самое главное, дам свои прогнозы, ожидая их в ближайшие месяцы. Так что усаживайтесь поудобнее. Впереди длинный разбор, и, возможно, он будет важным фактором для тех, кто думает о покупке автомобиля. Ну что, поехали? Беларусь всегда жила за счет импорта автомобилей. Германия, Голландия, Бельгия, Польша и Литва – это наши главные ворота. Сотни тысяч машин за последние 20 лет приехали именно отсюда. Но почему именно Европа? Здесь ответ понятен. Качественная сборка, доступность запчастей, огромный выбор моделей и комплектаций. Помните времена, когда каждый второй привозил себе Passat, Golf или Octavia? Эти машины стоили относительно недорого и были практически доступны каждому. Но потом появился первый барьер. Это запрет на ввоз автомобилей с двигателем более 1,9 литра. И именно тогда появились схемы ввоза автомобилей через Грузию. Машины стали ввозиться по длинному маршруту Европа, Грузия, Беларусь. И это уже было дороже и дольше. Но люди все равно покупали, потому что другого выхода не было. Вот возьмем простой пример. Volkswagen Passat 2015 года 2 литра дизель. Раньше его можно было привезти напрямую за 10-11 тысяч долларов, а после введения запрета это уже 14 или 15. Закрытие границы с Польшей полностью перевернуло ситуацию. И если раньше у нас оставались хотя бы небольшие коридоры, через которые можно было бы завозить машины объемом 1,5, 1,6, 1,8 литров, это массовый сегмент, то теперь все, граница закрыта. Абсолютно все пункты пропуска в польском направлении закрыты. Что это значит? А это значит, что доставка машин напрямую из Европы затруднена. Схемы становятся длиннее, дороже и сложнее, а каждый дополнительный посредник увеличивает цену. Например, если раньше машина могла попасть к нам в течение 5-10 дней, в зависимости от ситуации на границе, то теперь это 20-25 дней, а то и месяц. Логистика может подорожать в 2, а то и в 3 раза. Раньше доставка стоила 1000-1500 евро, теперь это 3-3,5 и выше. И это не считая таможни, налогов и услуг посредников. И кто в итоге платит за все это? Конечно же, мы с вами, обычные покупатели. И под ударом именно массовые автомобили, не премиум, не внедорожники за 50 тысяч долларов, а именно машины для обычных людей. Мой прогноз такой. Цены пойдут вверх и достаточно быстро. Причем и на автомобили, которые уже находятся в стране и были ввезены до закрытия границы, и на свежие завозы через обходные схемы. Соответственно, стоимость автомобилей поднимется на 1500-2000 тысячи долларов. И самое главное, люди будут покупать. Ведь психология у покупателей работает так. Сегодня куплю, потому что завтра будет еще дороже. Именно так и получаем мы скачок цен. Более того, предполагаю, что рост цен отразится и на ввоз запчастей, а соответственно и сервис. Так что ситуация затронет многих. Так где теперь покупать машину тем, кто не готов переплачивать? Первый вариант – Китай. Здесь все просто. Geely, Haval, BYD и другие не очень известные марки. Эти бренды будут только укреплять позиции. Но давайте честно. Китайские автомобили – это не всегда выбор сердца. На первый взгляд они лучше, чем подержанные. Но, откровенно говоря, многие по-прежнему хотят немца или японца. Второй вариант
это США. Это аукционы, но с логистикой опять же большие проблемы и доставка затягивается на месяцы. Опять же, это дорого, долго и не всегда удобно. Так что вариантов немного и все они бьют по цене. Еще я бы отметила третий вариант, появившийся с недавнего времени – рынок корейских автомобилей с доставкой прямо из Кореи. И это тоже неплохой вариант, учитывая то, что корейские автомобили имеют, как правило, максимальную комплектацию, так как корейцы любят комфорт. Но учитывая логистику, стоимость доставки и время ее, это также не всегда удобно. А также надо учитывать, что это достаточно новое направление, и в связи с этим появляется много мошенников. Поэтому здесь надо быть очень осторожными. Теперь о том, что будет с подержанными машинами в самой Беларуси. Вместе с ростом цен увеличивается количество и некачественных предложений. Скрученные пробеги, битки из США. Теперь есть риск получить завышенную цену. Поэтому советую всем, кто планирует покупку, проверяйте машину по ВИН-коду. Тем более сделать это достаточно просто. Достаточно ввести в поисковую строку ВИН-номер автомобиля, и вероятнее всего вы увидите какую-то историю по нему. Проверяйте на разных браузерах, что очень важно, так как не всегда в одном браузере вы можете увидеть информацию. Далее обязательно приглашайте специалиста на осмотр, так как наличие специального оборудования и знаний автомобилей даст вам намного больше информации о его состоянии. Не ведитесь на заманчивые, слишком дешевые варианты. Там всегда, как правило, будут подводные камни. Кто же выиграет от этой ситуации? В первую очередь, конечно же, китайские производители. Последние несколько лет наш рынок и так переориентирован на китайский автопром. Белорусские дороги все больше заполняют китайские автомобили. Что же касается ввоза авто из Европы, возможно, появятся серые схемы через Казахстан или другие страны. В ближайшее время белорусский авторынок ждет достаточно непростое время, и те, кто купит машину сейчас, вероятно, выиграют. Потому что ситуация на границе вряд ли поменяется, и через полгода цены на автомобили будут еще выше. Итак, подведем итог. Закрытие границы с Польшей – это не просто новость, это определенный переломный момент для автомобильного рынка. Цены будут расти, более дешевые автомобили станут менее доступными, Европа станет роскошью, доступной только тем, кто готов переплачивать. Ожидаются изменения рынка в сторону Китая. Белорусские автолюбители будут выбирать не то, что нравится, а то, что по карману. Так что же делать? Если вам нужна машина на каждый день, лучше не откладывать, потому что цены пойдут вверх. Если вы планируете брать автомобиль из Европы, будьте готовы к длительным срокам и завышенным ценам. Китайцы занимают пустую нишу, но при этом мы теряем разнообразие и возможность выбора. Для покупателя встанет главный вопрос: не какую машину я хочу, а какую машину я могу себе позволить. А как вы думаете, что будет дальше? Ситуация непростая, будем следить за ней вместе. Пишите в комментариях, что думаете, стоит ли покупать машину сейчас или подождать. А может, вы уже столкнулись с ростом цен? Ставьте лайк, если было полезно, подписывайтесь на канал. Впереди еще больше обзоров и аналитики.